31 мая в новостях на телеканале ICTV вышел сюжет с тревожным таким названием, что связывает ОБСЕ и боевиков на востоке Украины. На околицях Горлівки та в самому місті обстріли не стихали впродовж цього тижня. 3 людей загинуло, зокрема 11-річна дівчинка. Описывается тот самый момент, когда в Горловке погибла там целая семья, погибла маленькая девочка. Вот этот момент описывается. Не постеснялись. ОБСЄ приїхали та лише констатували факт смерті. Відповідь на запитання, хто і звідки стріляв, зависло у повітрі. Вот оно как. Оказывается, представители ОБСЕ, какие нехорошие, приехали, зафиксировали факт смерти, а откуда стреляли, вот ответ на этот вопрос завис в воздухе. Давайте посмотрим на отчет ОБСЕ 27 мая. Северо-северо-запад. Ну, черным по белому указано. Еще раз напомню, вот эта вот передача манипуляционная вышла 31 мая, то есть через 4 дня, да, ну пусть через 3, если считать, что отчет от 28 за 27. То есть у телеканала было 3 дня для того, чтобы понять, для того, чтобы осознать, что ОБСЕ в своем отчете, конечно же, указала, причем достаточно четко указала направление, откуда стреляли. А почему же не сказали об этом на телеканале? Почему же в надежде на то, что вот телезрители просто проглотят вот это вот манипуляционное варево и не пойдут, не проверят, выдали вот такую вот информацию. Типа вопрос завис в воздухе. Да потому что направление, которое указала ОБСЕ, это, значит, стреляли, ну, мягко говоря, с неоккупированной территории. А может быть всегда так было в украинских СМИ? Может быть всегда так сообщалось, что не понимая, что это северо-северо-восток, северо-северо-запад, что это есть? Давайте посмотрим. Для примера рассмотрим отчет ОБСЕ. Вот, по состоянию на 16 января. Как раз был обстрелян автобус под Волновахой. Указано направление северо-северо-восток. То есть направление, по идее, указывает на то, что стреляли со стороны ДНР. Однако в отчете ОБСЕ этого не указано. Как об этом написали украинские СМИ? Автобус под Волновахой обстрелян с территории ДНР. Отчет ОБСЕ. Ну правильно, а почему бы нет? Почему бы не приписать отчету ОБСЕ что-нибудь свое? Смело. Смело. Об этом идет речь в отчете миссии, обнародованной 17 января. Отметим, таким образом наблюдатели подтвердили версию украинской стороны, что автобус был обстрелян с территории подконтрольной боевикам ДНР. Это все прекрасно, но в отчете такого нет. Не надо писать тире отчет ОБСЕ. Брехуны. Смог ли я вам только что доказать то, что в украинских СМИ манипуляция просто процветает? То, что в украинских СМИ принято вкладывать в голову обывателю определенные мысли, которые подготавливаются в редакциях этих СМИ, ну, спускаются, понятно, сверху в виде темников. Конечно же, я вам смог это обосновать, и обосновал я это еще где-то приблизительно 800 роликов назад. Просто еще одна монетка в копилочку знания.